Рядом со мной сидит новый игрок состава по CSGO Денис Систкостин. Привет, Денис. Привет. Как у тебя дела? Расскажи, пожалуйста. Дела отлично, все хорошо. Я просто слышала, что ты недавно приболел после Весга и долгое время не мог стримить. Как твое здоровье сейчас? Сейчас намного лучше, да, Веск, мы все вместе дружно заболели. Ну вот, как прилетели в Москву, уже поняли, что все. Сейчас ляжем, и реально все заболели. Расскажи, пожалуйста, как ты оказался в Веге? Ты сам написал менеджмент или тебя пригласили потеститься? Ну, меня пригласили потеститься, но я и сам узнавал у них, какие у них планы вообще, какой состав планируется. Ну, то есть как-то так быстро сошлись. А вот вообще кто собирал игроков, кто формировал состав? Ну, как я понял, формировали состав капитан, в первую очередь, Джер, да, и видок Виктор Маненко. До сих пор были известны лишь имена 4 игроков нового состава. Может быть, ты сейчас приоткроешь завесу тайны и сделаешь анонс, кто будет 5-м игроком? Ну, если видео выйдет до анонса, то да, 5-м игроком у нас будет Дима Бандура из команды Team Spirit. Можешь о нем немножко рассказать? Ну, честно, я с ним до этого никогда не общался, не играл вместе, вот, тренируемся там всего несколько дней, но пока только все положительные эмоции вызывают. Смотри, человеку со стороны может показаться, что состав, несмотря на весь свой опыт, что ему не хватает огневой мощи. Кого ты видишь главным стрелком команды? Ну, эту роль у нас будут выполнять как раз-таки Дима из Spirit и Скуби. Смотри, в последнее время на YouTube стали появляться видеоролики из разряда «Сист выносит ФПЛ», и вообще многие говорят по поводу того, что ты поднял свой скилл в плане аима. Не думал ли ты вообще взять на себя эту роль? Ну, возможно, оно так и будет, ну, то есть надо поиграть, посмотреть. Ничего не хочется говорить, хочется доказывать делом, но на практике все становится лучше получается. Тренируемся, ну, то есть я буду делать для себя максимум, это зависит для этого. Давай вернемся к Саше Скубиксу, вы с ним вместе играли в рантайме, и ты в интервью положительно отзывался о его игре и вообще сказал, что в ближайшее время этот человек покорит сцену СНГ. Вообще, чем отличается его плейстайл и что ты вообще можешь о нем сказать? Ну, Саша очень круто стреляет, и он не глупый игрок. Это очень два важных фактора. То есть, если он будет дальше развиваться, прогрессировать, не стоять на месте, там, смотреть демки игроков, там, глобальное понимание КС, то есть он будет расти во всех аспектах, то я делаю ставку, что да, он станет звездой СНГ КС там, через несколько лет, через год. Сейчас вы с ним вместе будете играть под началом GR. Капитан Снайпер — это не то чтобы необычная вещь в мире КС, но все же несколько отличается от стандартного варианта. Ты уже успел заметить, чем отличается игра под командованием снайпера от обычной версии? Ну, на самом деле, мы еще не так много поиграли, чтобы понять, но вообще пока что у нас такое, скажем так, более игра строится на общении, то есть нет таких прям жестких структур, то есть он можно сказать, в некоторые моменты может от себя построить раунд, где он чувствует СОП, как сыграть и так далее. Ну, то есть, пока такого прям глобального, что-то нового для меня я не увидел. Недавно вышел новый патч. Давай поговорим немножко про него. В соревновательный мапу добавили Вертиго, и ты неодобрительно высказался в Твиттере по этому поводу. Можешь сказать вообще, чем тебе не нравится эта карта? Ну, на самом деле, я побегали вчера впятером даже команды на этой карте. И, ну, то есть, как по мне, она очень маленькая. Не знаю, надо, конечно, я еще, честно, не играл ее 5 на 5 ни разу. Возможно, у меня изменится мнение, но эта карта нуждается в очень многих апдейтах, изменениях, чтобы люди как минимум не могли разбиваться насмерть, падая за текстуру за ней. Ну, то есть, карта требует очень больших доработок. И она сама по себе маленькая. Я так понимаю, что тут столкнутся люди с такой же проблемой, как на нюке. В плане того, что ты будешь слышать звуки, не понимать, где именно сверху или снизу люди топают, ну и так далее. Не знаю, первое впечатление о карте не очень, а там будем смотреть, как Valve будет ее фиксить, и, возможно, когда-то она обретет другие цвета, скажем так. То есть вы уже с командой активно тренируетесь и адаптируетесь под это? Не сказал бы, что мы активно ее разбирали, мы так зашли 10 минут посмотреть, что она из себя представляет вообще, потому что ни я один ее не играл ни разу еще. И до сих пор не сыграли. Ну так, чтобы понимать хотя бы, где Б, так сказать. А кэш не жалко?
Честно, никогда в своих, ну, раньше, где-то год назад, полтора, ненавидел тоже эту карту, не любил, мы ее с командой Нави, там, с моим предыдущим никогда не играли, наверное, поэтому. Но вот потом, когда я пришел в команду Gambit, это первая команда, с которой я начал играть в кэш, и, то есть, когда я понял уже тонкости на ней, она мне уже начала нравиться, и я уже хорошо к ней относился, но, как говорится, поздно уже. И проблемой Веги последних лет была игра в онлайне. И как ты считаешь, что вообще может быть причиной этих трудностей? Это на самом деле может быть очень много разных причин. Как минимум, потому что другие играют круче в интернете, чем на лане. Условия игры в интернете, там может у кого-то плохой пинг, плохой компьютер, плохой монитор, не самый лучший, последний. То есть, чтобы круто выступать в интернете, должно быть все это на высшем уровне: интернет, компьютер, монитор, как минимум, чтобы тебе было комфортно играть дома. Если тебе некомфортно, там что-то, там, не знаю, может, там кого-то отвлекают родители, там кто-то с кем-то живет, там постоянный фон какой-то и так далее, ты не можешь сконцентрироваться. Все эти мелочи, они решают, и ты сможешь играть хорошо в интернете только когда ты сможешь, грубо говоря, себя ограничить, вот, типа, у тебя есть свое место, тебя никто не трогает, ты там полностью сконцентрирован, у тебя все классно, интернет, компьютер, все хорошо, тогда ты сможешь хорошо выступать в интернете. Вот. А у Веги почему так было, я не могу сказать, потому что я не играл, как бы, и не знаю вот этих нюансов. Окей, давай тогда перейдем от Веги к более каким-то таким личным вопросам. Последние годы у тебя был такой период, знаешь, переменного академического отпуска, назовем это так. Я заметила, что ты активно начал заниматься своей медийкой, стримить, вести блог на YouTube. Расскажи, это случилось потому, что у тебя появилось больше времени, или есть какие-то другие причины? Ну, в основном, да, из-за того, что появилось очень много времени, как бы, чтобы не пропадать, скажем так, от фанатов, как бы держать с ними какую-то связь, я решил, так как нету, то есть у меня был период, я вот летом не играл, как с Gambit, я перевелся в запас 3 месяца, летом я не играл, и вот с конца сентября у нас появилась команда Runtime, мы начали тренироваться, то есть, по сути, вот 3,5 месяца у меня ничего не было, и, ну, я старался играть, поддерживать форму также, и вот такую как-то держать связь, так сказать, своей аудитории через стримы, YouTube и так далее. Вообще YouTube на самом деле я завел намного раньше, чем у меня вот этот период начался, потому что в 17-м, ну, скорее всего, в начале 18-го или в конце 17-го, да, что-то такое. Ну, потому что я знаю, например, вот по себе, то есть, когда, вот, какой контент я у себя на YouTube обычно вел, то есть, я записывал влоги именно с турниров, то есть, я там показывал, как выглядит тут все, там, атмосферу. Вот эти видосы реально прикольно, даже мне смотреть, там, разные люди, кто это делают, это реально единственные видосы, которые мне вот будет интересно смотреть. Остальное, то есть вот эти там какие-то записи с игр, там какие-то мнения аналитиков, мне это не интересно смотреть. Мне вот интересно смотреть за атмосферой. Я вот хотел передать своим фанатам, так сказать, тоже, что они могут влиться, так сказать, и почувствовать это так же. Ты один вообще занимаешься своей медийкой, или у тебя есть какая-то, может быть, команда? Ну, у меня есть люди, которые мне там вот помогают монтировать видео на YouTube, один человек. И один человек, который там помогает вести группу ВКонтакте. Ну, на самом деле, очень сложно даже с такой помощью, то есть одному нереально, это, особенно сейчас. Тогда было время свободное, я мог этому время уделять, сейчас тренировки очень сложно. То есть у тебя сейчас появилась команда, ты планируешь продолжать так же активно заниматься всем этим? Ну, насколько будет позволять мне время. Ну, стримить я планирую, а вот по остальному вот видео с YouTube, ну, с турниров будут записывать, а так. Ну, по идее, все то же самое останется. Возможно, буду реже стримить просто и все. Смотри, вот у нас не будет блица, но хотелось бы, чтобы на последний вопрос ты ответила максимально развернуто. Смотри, во многих интервью ты говорил, что Нави для тебя это уже такой пройденный этап, после которого ты вышел на новый. И, по сути, тебя уже ничего не связывает с этой организацией, права? Ну, как сказать, ничего не связывается. Меня с этой организацией будет всегда что-то связывать, потому что это первая моя профессиональная организация, которая, грубо говоря, дала мне этот шанс заявить о себе. То есть никто не знает, как там повернется когда-то жизнь. Я с очень хорошими отношениями со всеми игроками, менеджерами, там, SEO команды. То есть я со всеми в очень хороших отношениях. Мы также общаемся, переписываемся, видимся на турнирах, там, общаемся. А с другой стороны, в недавнем интервью HL TV ты сказал следующее. Главная цель на 2019 – вернуть прежнюю форму, которая была в Нави до того момента, когда стал ингейм-лидером. Не кажется ли тебе, что тандем СИС Нави 2015-2016 года, он настолько вообще укрепился у фанатов у тебя самого, что ты как бы невольно всегда возвращаешься в прошлое и смотришь? Возможно, да, мысли стереотипами, которые навязывают, но это уже, так сказать... Я знаю, что от меня нужно, чтобы мне стать играть лучше, также выделяться, как раньше, на хорошем уровне. То есть я над этим плотно сейчас работаю.
Хорошо, спасибо тебе большое за интервью, Денис. Было приятно пообщаться. А еще у меня есть для тебя такой небольшой подарок. Очень неожиданно и ожиданно одновременно. Арбуз. Спасибо. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, следите за Вегой и до скорых встреч!